Фармакологическое действие. Цефтриаксон – полусинтетический цефалоспориновый антибиотик третьего поколения, широкого спектра действия. Цефтриаксон активен в отношении грамотрицательных аэробных микроорганизмов. Микроорганизмы, которые проявляют устойчивость к другим антибиотикам, таким как пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, чувствительны к цефтриаксону. Показания. Лечение инфекций, вызванных чувствительными микроорганизмами. Сепсис, менингит, диссеминированный боррелиоз Лайма, ранние и поздние стадии заболевания, инфекция органов брюшной полости, перитонит, инфекции желчных путей и желудочно-кишечного тракта, инфекции костей и суставов, инфекции кожи и мягких тканей, раневые инфекции, инфекции у больных с ослабленным иммунитетом, инфекции органов малого таза, инфекции почек и мочевыводящих путей, инфекции дыхательных путей, особенно пневмония, инфекции лор-органов, инфекции половых органов, включая гонорея, профилактика инфекций в послеоперационном периоде, способ применения и дозы. Препарат вводят внутримышечно или внутривенно. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 1-2 грамма один раз в сутки, каждые 24 часа. В тяжелых случаях или при инфекциях, возбудители которых обладают лишь умеренной чувствительностью к цефтриаксону, суточную дозу можно увеличить до 4 грамм. Новорожденным до 2 недель назначают по 20-50 мг на килограмм массы тела один раз в сутки. Суточная доза не должна превышать 50 мг на килограмм массы тела. При определении дозы не следует делать различия между доношенными и недоношенными детьми. Грудным детям и детям младшего возраста с 15 дней до 12 лет назначают по 20-80 мг на килограмм массы тела один раз в сутки. Детям с массой тела более 50 кг назначают дозы, предназначенные для взрослых. Дозы 50 мг на килограмм или более для внутривенного введения следует вводить капельно в течение не менее 30 минут. Пациентам старческого возраста следует вводить обычные дозы, предназначенные для взрослых, без поправок на возраст. Продолжительность лечения зависит от течения заболевания. Введение цефтриаксона следует продолжать больным еще в течение минимум 48-72 часов после нормализации температуры и подтверждения иррадакции возбудителя. При бактериальном менингите у грудных детей и детей младшего возраста лечение начинают с дозы 100 мг на килограмм, но не более 4 грамм, один раз в сутки. После идентификации возбудителя и определения его чувствительности дозу можно, соответственно, уменьшить. При менингококковом менингите наилучшие результаты достигались при продолжительности лечения 4 дня. При боррелиозе Лайма взрослым и детям старше 12 лет назначают по 50 мг на килограмм один раз в сутки в течение 14 дней. Максимальная суточная доза 2 грамма. При гонорее, вызванных штампами, образующими и не образующими пенициллиназу, однократно внутримышечно в дозе 250 мг. С целью профилактики послеоперационных инфекций, в зависимости от степени инфекционного риска, препарат вводят в дозе 1-2 грамма однократно за 30-90 минут до начала операции. При операциях на толстой и прямой кишке эффективно одновременное, но не раздельное введение цефтриаксона и одного из 5 нитроимидазолов, например, орнидазола. У больных с нарушением функции почек нет необходимости уменьшать дозу, если функция печени остается нормальной. В случаях при терминальной почечной недостаточности тяжелой степени суточная доза препарата не должна превышать 2 грамма. У больных с нарушением функции почек нет необходимости уменьшать дозу, если функция печени остается нормальной. В случаях при терминальной почечной недостаточности тяжелой степени суточная доза препарата не должна превышать 2 грамма. У больных с нарушением функции печени нет необходимости уменьшать дозу, если функция почек остается нормальной. При сочетании тяжелой и почечной недостаточности следует регулярно определять концентрацию цефтриаксона в плазме
и при необходимости корректировать его дозу. Больным, находящимся на диализе, дополнительного введения препарата после диализа не требуется. Следует, однако, контролировать концентрацию цефтриаксона в сыворотке с целью своевременной коррекции дозы, поскольку скорость выведения препарата у этих больных может снижаться. Правила приготовления и введения растворов. Для внутримышечного введения содержимое флакона 1 грамм растворяют в 3,6 мл воды для инъекций. После приготовления в 1 мл раствора содержится около 250 мг цефтриаксона. При необходимости можно использовать более разбавленный раствор. Как и при других внутримышечных инъекциях, цефтриаксон вводят относительно крупную мышцу – ягодичную. Пробная аспирация помогает избежать непреднамеренного введения в кровеносный сосуд. Рекомендуется вводить не более 1 грамма препарата в одну мышцу. Для уменьшения боли при внутримышечных инъекциях препарат следует вводить с 1% раствором лидокаина. Нельзя вводить раствор лидокаина внутривенно. Для внутривенного введения содержимое флакона 1 грамм растворяют в 9,6 мл воды для инъекций. После приготовления в 1 мл раствора содержится около 100 мг цефтриаксона. Раствор вводят медленно, в течение 2-4 минут. Для внутривенной инфузии растворяют 2 грамма цефтриаксона в 40 мл стерилизованной воды для инъекций или одного инфузионных растворов, не содержащих кальция. 0,9% раствор натрия хлорида, 2,5, 5 или 10% раствор декстрозы, 5% раствор левулозы, 6% раствор декстрана в декстрозе. Раствор вводят в течение 30 минут. Противопоказания. Повышенная чувствительность к цефтриаксону и другим цефалоспоринам, пенициллинам, карбапенемам. С осторожностью назначают препарат при неспецифическом язвенном колите, при нарушениях функций печени и почек, при энтерите и колите, связанных с применением антибактериальных препаратов, недоношенным и новорожденным детям, с гипербилирубинемией. Побочные действия. Возможны аллергические реакции, крапивница, озноб или лихорадка, сыпь, зуд, редко бронхоспазм, эозинофилия, эксудативная многоформная эритема, в том числе синдром Стивенса-Джонсона, сывороточная болезнь, анафилактический шок, со стороны пищеварительной системы, тошнота, рвот, диарея или запор, метеоризм, абдоминальные боли, нарушение вкуса, стоматит, гласит, псевдомембранозный энтероколит, нарушение функции печени, повышение активности печеночных трансаминаз, псевдохолелитиаз желчного пузыря, дисбактериоз. Со стороны системы кроветворения, анемия, лейкопения, лейкоцитоз, нейтропения, гранулоцитопения, лимфопения, тромбоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, гипокоагуляция, снижение концентрации пламенных факторов свертываемости крови. 2, 7, 9, 10. Удлинение протромбированного времени. Со стороны мочевыделительной системы. Нарушение функции почек, азотемия, повышение содержания мочевины в крови, гиперкреатининемия, глюкозурия, цилиндрурия, гематурия, олигурия, анурия. Местные реакции. Флебит, болезненность по ходу вены, болезненность и инфильтрат в месте внутримышечного введения. Прочие. Головная боль, головокружение, носовые кровотечения, кандидоз, суперинфекция. Лекарственное взаимодействие. Цефтриаксон, подавляя кишечную флору, препятствует синтезу витамина К. При одновременном назначении с препаратами, снижающими агрегацию тромбоцитов, нестероидными противовоспалительными средствами, салицилаты, сульфинпиразон, увеличивается риск развития кровотечений. При одновременном назначении с антикоагулянтами отмечается усиление действия последних. При одновременном назначении с петлевыми диуретиками возрастает риск развития нефротоксического действия.
Цефтриаксон и аминогликозиды обладают синергизмом в отношении многих грамотрицательных бактерий, несовместим с этанолом. Растворы цефтриаксона не следует смешивать или вводить одновременно с другими противомикробными препаратами. Цефтриаксон нельзя смешивать с растворами, содержащими кальций. Особые указания. При одновременной тяжелой почечной и печеночной недостаточности у больных, находящихся на гемодиализе, следует регулярно определять концентрацию препарата в плазме. При длительном лечении необходимо регулярно контролировать картину периферической крови, показатели функционального состояния печени и почек. В редких случаях при УЗИ желчного пузыря отмечается затемнение, которое исчезает после прекращения лечения, даже если это явление сопровождается болями в правом подреберье. Рекомендуется продолжение назначения антибиотика и проведение симптоматического лечения. Во время лечения нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможны дисфурамоподобные эффекты: покраснение лица, спазм в животе и в области желудка, тошнота, рвота, головная боль, снижение артериального давления, тахикардия, отдышка. Применение при беременности и кормлении грудью. Применение препарата при беременности возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, так как цефтриаксон проникает через плацентарный барьер. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания, так как цефтриаксон выделяется с грудным молоком. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 3 года.